Всем доброго утра. У нас идет дождь. Вы слышите шум дождя. А я вам дарю очередную работу. Итак, друзья мои, многие прошли через это, когда начальником являлся человек скудоумный, без особых духовных качеств, человек, который издевается над своими работниками, потому как он сам несчастен в жизни, или сам по себе мелочный человек, низкий душой, и таким образом показывает свою власть, самоутверждается над теми, кто от него зависит. Он понимает, что у людей кредиты, у людей дети учатся, кому-то за квартиру нужно платить. И осознавая безысходность положения, безвыходность, он просто таким образом самоутверждается сам перед своими глазами. Я уже вам дарила ритуал от лютого начальника или от лютости начальника. Но там именно конкретное наказание человека, который себя так ведет. Здесь тоже может быть наказание определенное, но здесь больше для того, чтобы он молчал, обходил вас стороной и не трогал. Вы можете провести и тот ритуал, и этот заговор начитать. Тогда этот человек просто от вас отстанет. Когда вы чувствуете, что человек вас достает или будет доставать, или просто перед работой, уходя на работу, начитайте этот заговор и идите. И человек просто со временем начнет вас даже избегать. Отстанет от вас и не будет вас трогать лишний раз. И вам будет спокойнее. И работать будет приятнее. Потому что идти на работу как на каторгу, это не самое веселое дело. Итак, что для этого нужно? 3 раза в полголоса прочитать этот заговор. И вы сами увидите, как он отстанет от вас, перестанет к вам придираться. Причем это можно читать и на чиновников, можно начитать и на налоговую, если вас достают, от любого начальства, любого начальника. Сани идут, по снегу катятся, кони бегут, барина везут, ямщик коней гонит, да бронит. Неправильно, извиняюсь, устала сказываться. Еще раз. Сани идут, по снегу катятся, кони бегут, барина везут. Ямщик коней гонит, а барин его бронит, да плетью коней бьет, кричит и орет. Это не так, да не эдак. То медленно кони бегут, то ямщик не туда их гонит. Барин в гневе придирается, над ямщиком и конями изгаляется, кнут еще раз поднял, а тут крылатый дух появляется. За руку барина хватает, с руки его плеть отнимает, и этой плетью барина хлестает, до крови бьет и повторяет: не ругайся над... Это ваше имя. Там над таким-то. Не изгаляйся над ним, иначе язык оторву, руки сломаю, в яму кину. Барин испугался и более не бранился. Дальше молча поехал. Так было тогда, так будет и сейчас. Истинно. И еще раз хочу сказать, для тех, кто все время спрашивает, могу ли я для сына, для мужа провести. Нет. Есть работы, которые вы можете для них попросить, начитать и попросить за них.
но вместо них читать нельзя. Это именно для того, чтобы человек, каждый человек сам лично уважал эти силы, понимал. Если человек не уважает эти силы, он не вправе получать их помощь. А вы именно этого хотите сделать. То есть я вместо него начитаю, он к силам не обратится и не попросит о помощи, но чтобы все получилось. Так не бывает, друзья мои. Угнетает вашего сына, дочь, еще кого-нибудь, начальство. Дайте этот заговор, и пусть каждый день читает. Если хочет спокойно жить. Еще раз читаю. Кони бегут, барина везут, ямщик коней гонит. А барин его бронит, да плетью коней бьет, кричит и орет. Это не так, да не этак. То медленно кони бегут, то ямщик не туда их гонит. Барин в гневе придирается над ямщиком и конями изгаляется. Кнут еще раз поднял, а тут крылатый дух появляется. За руку барина хватает, с руки его плеть отнимает, и этой плетью барина хлестает, до крови бьет и повторяет. Не ругайся над ним, не изгаляйся над ним, здесь имя ваше. Иначе язык оторву, руки сломаю, в яму кину. Барин испугался и более не бранился. Дальше молча поехал. Так было тогда, так будет и сейчас. Истинно заклято. Проведите, и вы увидите сами, как барин от вас отстанет. Еще вопрос, а можно ли начитать на мужа, который бранится? Нет. На мужа есть другой ритуал. Называется от мужниной лютости. Это совершенно иные там заговоры, рассчитаны именно на то, чтобы урегулировать отношения в семье. Всем удачи. Да, и ставьте этих баринов на место.